На окраине небольшого города проходил ежегодный аукцион редких животных. Самым ожидаемым лотом был дикий жеребец, о котором уже ходили легенды. Его называли неукротимым, никто не мог удержать его в стойле, никто не мог оседлать. Он брыкался, вставал на дыбы, ломал преграды и взглядом внушал страх даже самым опытным коневодам. Когда его вывели на арену, толпа замерла. Конь вырывался из рук помощников, копыта гулко били по земле, а глаза метали искры ярости. Люди смотрели на него с уважением и опаской, но никто не решался участвовать в торгах. Казалось, этот зверь создан только для свободы, и приручить его не сможет никто. И вдруг руку подняла маленькая девочка по имени Эмма. Ее хрупкая фигура резко выделялась среди взрослых мужчин, привыкших к суровой работе с животными. Толпа зашумела, посыпались удивленные возгласы, но девочка не отводила взгляда. Она сделала ставку, и никто не решился ее перебить. В итоге жеребец достался ей. Все ожидали хаоса. Когда коня подвели ближе, многие уже готовились увидеть, как он опрокинет девочку одним движением. Но произошло то, что повергло всех в шок: жеребец внезапно замер. Его дыхание стало тише, мышцы расслабились, и он осторожно наклонил голову к протянутой руке Эммы. Секрет был в том, что конь подчинился не случайно. Когда-то люди обращались с ним жестоко, пытались сломать его волю ударами и грубой силой. С тех пор он отвергал каждого, кто приближался к нему. Но Эмма была другой. Она с ранних лет умела чувствовать животных, видела в них не просто силу, а живые души. У нее самой когда-то был пони, которого она потеряла, и эта утрата научила ее слышать тишину и доверять сердцем. Жеребец уловил это. В ее взгляде не было страха, в ее движении не было приказа. В ее прикосновении он ощутил то, чего никогда не знал от людей: искреннее сострадание. Он понял, рядом не враг, не хозяин, а тот, кто способен принять его свободу. Поэтому он склонил голову и подчинился, не потому, что был побежден, а потому, что нашел в ее сердце отражение своей собственной боли. Толпа не могла поверить увиденному. Люди знали, они стали свидетелями не простой сделки, а настоящего чуда доверия.